Всех приветствую, коллеги. Два альткоина, которые дадут вам иксы. Первый альткоин это XRP. Почему XRP? Потому что это один из фундаментальнейших альткоинов, который пройдет, уже неведомо, негласно прошел регуляцию, который будет на перспективу расти. И второй альткоин еще круче, чем XRP, но его я вам даю бонусом. Пока что говорим об XRP. XRP часто называли стейблкоином. Почему? Потому что вот на этом моменте, вот на таких моментах, хотя тут большие тоже были импульсы, например, вот тут XRP 47 центов стоил, потом он стал стоить 90 центов, то есть иксанул, но тем не менее, те, кто ничего не понимает, они назвали его стейблкоином. И мы всегда XRP отторговывали. Еще вот с этих пор, еще с 20-х годов. Вот это все движение забирали постепенно в рамках трейдов. Держим XRP в нашем портфеле также, разумное его количество. Не значит, что надо все в XRP держать. И всегда мы XRP отторговывали. И сейчас посмотрим на общую ситуацию, которая на XRP. И бонусом я вам выдам альткоин, который еще круче, чем XRP, который на 26 год заточен под новые технологии, токенизация активов, которые внедряются сейчас в США, компанией BlackRock. И по сути, вот этот альткоин, он является, его курирует США и компания BlackRock. Но о нем чуть-чуть попозже. Первая часть у нас об XRP. Смотрите, месячный таймфрейм, говорим сейчас о целях глобальных. Обратите внимание, XRP еще толком не пробил свои прошлые хаи. То есть чуть-чуть какой-то небольшой пробой был, но все понимаем, что это не считается. Если локальнее посмотреть, вот это движение вверх от 51 цента до 3 долларов 66 примерно центов, это, можно сказать, такой был булран у XRP. И он случился в 2024 году, в декабре, в ноябре-декабре. Вот то, о чем мы недавно делали видео и говорили о том, что на альткоинах, по всей видимости, вот тогда случился булран. Альткоины сейчас многие уже просели на 85%, то есть сейчас уже нащупывается где-то дно альткоинов. Естественно, это на старших таймфреймах, это не за один день оно нащупывается. Но альткоины уже близки к своему дну. И XRP тоже тогда упал с хаев на почти на 70% уже. Но у XRP ситуация очень хорошая, и мы ее сейчас разберем. Первое, что хочу сказать, обратите внимание, 2018 год, вот вся эта картина. XRP толком не перебил прошлые свои хаи, поэтому можно считать, что вот эта вся картина, это является одной большой консолидацией с 2018 года. Сейчас у нас 2026 год, то есть уже 8 лет огромнейшей консолидации. В каком случае можно было сказать, что это не глобальная консолидация? В том случае, если бы XRP там уже куда-то вверх вышел, ну и все. Так как XRP продолжает идти вот в этом большом коридоре, то это глобальная консолидация. И обратите внимание, на каких глобальнейших объемах, просто огроменных объемах. Супертехнология, одна из супертехнологий, это один из альткоинов, который не соскамится, если вдруг начнут чистить 95% рынка, скамить, он не соскамится. И второй альткоин тем уж более. И у того второго большие цели на рост, его будут толкать вверх. Соответственно, когда будет выход XRP вверх, ну это будет что-то фееричное. Давайте определим цели, вот самые локальные цели. Давайте протянем фибу вот от этих минимумов, локальная фиба, до максимумов. Где наши цели по XRP? Самая локальнейшая цель это 6-7 долларов, вот она. Вот этот уровень, то есть вот сюда мы ожидаем приход XRP. Когда он будет, сейчас он будет, либо позже будет, это не важно, это цель, куда он придет. Чуть-чуть повыше уровень в 13 долларов есть. Но это тоже локальный уровень. По выходу из большой вот этой консультации, ну, естественно, XRP сюда добьет, а то и перебьет его. Хорошо, с локальной картиной разобрались. Давайте с глобальной. Глобальная FIBA. Если мы тянем от глобальных низов до глобальных хаев, которые не были перебиты, то, соответственно, у нас показывает самая высшая точка в 190 долларов. Это уровень 0.61.8. Может ли XRP достать сюда при выходе из такой глобальной консолидации? Ну, рост глобальнейший, консолидация глобальная. В каком случае может быть? В том случае, если вся финансовая система потерпит перетрубации, она потерпит перетрубации, она уже терпит их.
Соответственно, потом, когда будет соскамлено 90% крипторынка, потому что он не нужен, 95% альткоинов, я вам говорю, поэтому ребалансируйте ваши портфели, когда-то это соскамят все. Может быть, даже очень скоро. И не утверждаю, что XRP при этом сюда придет, но цели такие по Fibonacci, вы просто сами это видите. Локальные самые, там зона 27 в рамках глобальной FIBы, это около $20. 15-20 долларов. То есть вот это та цель, куда XRP уж точно придет по выходу из консолидации. И выше есть вот эта супер глобальная цель в $190. Поэтому XRP должен присутствовать на долгосрок в вашем портфеле, но разумная его часть, не на весь депозит, потому что я смотрел, когда портфели делали диагностику, у многих там на весь депозит был XRP. Это, конечно, хорошо, что у него такие цели, но дело в том, что мы должны ребалансировать портфель всегда, не держать все в одной монете. Тем более есть монеты, которые круче, чем XRP. И вот эта вторая монета, о которой я вам говорю, бонусами я вам ее выдаю, она привязана к токенизации активов. То есть США с 26 года запускает токенизацию активов. Это что будет токенизировано? Ну, во-первых, рынок акций будет токенизирован. Это вся в мире недвижимость будет токенизирована. Абсолютно вся. Это дома, это земельные участки, это квартиры и тому подобное. То есть вы сможете кусочек, взять, например, кусочек, купить квартиры, токен купить, и будет считаться, что вы купили кусочек земли или кусочек квартиры, который вы можете потом продать кому-то этот токен, либо обменять его на настоящую эту землю. Но, естественно, не советуем токенизировать свою собственность, свою квартиру, потому что можете без нее остаться. Мало ли побрить решат. Так вот, вот этот второй альткоин, он курируется правительством США и компанией BlackRock. Завязан на токенизации активов. Когда большие дяди будут скамить 90%, 95% всего крипторынка, потому что он не нужен, именно вот эти альткоины, XRP, вот этот второй, который еще важнее. И токенизация не только будет в недвижимости, токенизация будет даже в вашем телефоне. Телефон токенизирует, там, бутылку воды токенизирует, все токенизирует. И этот альткоин будут толкать вверх. По целям мы определяли цели по этому альткоину. У него цель на рост в 2500-3000%. Это то, куда его будут толкать. Понятно, кто за ним стоит, и понятно, куда его будут толкать. Понятно, что он не соскамится, и он должен быть у вас в портфеле, поэтому бонусом забирайте его. Этот бонус оставил я вам в описании под видео. Там чат-бот, он вам выдаст этот альткоин, и плюс он вам выдаст цели, где его можно купить. Сразу мы там определили цели, и где его можно будет продать, цели на продажу. И ваше дело просто его взять себе в портфель и ждать. Ждать, пока его толкнут, и потом вы будете знать, на каких целях его продавать. Мало ли, может, он перебьет даже те цели, ну, там уже по ходу будем смотреть, перебьет или нет. Будет перебивать, значит, окей. То есть это такая инвестиция, вот что XRP, что вот тот альткоин, это такая инвестиция, которая для серьезных людей, да, не для пацанов, которые прибежали на крипторынок там на неделю, за 2 недели что-то там, миллионы заработать и там вкладывают, покупают какой-нибудь Пепи. Понятное дело, да, что это серьезная инвестиция в рамках криптовалютного мира. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. Это флагманский альткоин. В следующих видеовыпусках я также вам буду давать еще какие-то интересные альткоины. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, чтобы YouTube распространял его по большому количеству пользователей, ну, за ту пользу, которую оно несет. И мы продолжаем рассматривать криптовалютный рынок. Всем пока.